Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Давненько у нас на канале не было обзоров различных сборок Windows. Исправляюсь. Сегодня мы с вами погрузимся в далекий 2008 год и рассмотрим сборку под названием Windows XP Extreme SP2. SP3 еще, к сожалению, тогда не было. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, раскройте вам канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте чай с эмочиком и погнали. Будет очень интересно. Загружаемся с установочного образа данной сборки, и перед нами появилось главное загрузочное меню. Тут мы можем выбрать загрузку жесткого диска, загрузку с флопика, перезагрузку компьютера, запуск установки Microsoft Windows XP SP2 в автоматическом режиме, запустить утилиту Disk Director 10 версии, File Manager Work в командах, мини-операционная система Calibri OS и, конечно же, программу MMTest 83.3. Это программа для тестирования оперативной памяти. Но так как мы рассматриваем сборку, мы выбираем вариант установка Microsoft Windows XP SP2 в автоматическом режиме. Выбираем. Старый добрый классический текстовый инсталлятор по установке. Что можно сказать про него? В принципе ничего, это просто классика. Просто классика, как говорится. Во всех сборках он абсолютно одинаковый. И ничем он практически не меняется. Сразу хочу сказать, я уже ранее говорил, что данная сборка была основана на Windows XP Service Pack 2. Третьего Service Pack, к сожалению, на тот момент времени еще не было. У меня на канале также есть обзор сборки Windows XP ZWI 2007 года, где она была основана на Windows XP Service Pack 2. Если вы еще обзор сборки ZWI 2007 не видели, обязательно посмотрите его. Выпуск есть уже на канале. А далее все совершенно стандартно. Разметка диска. И пойдет копирование файлов, потом после копирования файлов будет перезагрузка системы. То есть все как и происходит и при установке обычной Windows XP. После завершения копирования файлов я запись сразу же возобновлю. Почему? Потому что я не хочу показывать один и тот же процесс копирования файлов. Здесь прям ничего такого вы точно не увидите. Возобновлю запись, как только закончится копирование файлов. Копирование файлов успешно закончилось, и перед нами появляется графический этап установки. Ого! Он, кстати, сделан на основе дизайна, который был в Windows Vista. И та самая обоина Аврора только подтверждает мои слова. Так, мы снимаем галочки, наверное, со всех дайвер-паков. Ну, кроме вот этого Master Stroganery. Почему? Потому что его рекомендуют устанавливать на всякий пожарный случай. А так, в большинстве случаев нам драйвера не понадобятся, поэтому мы выбираем, как говорится, всю вот эту вот распаковочку. На всякий случай пусть будет этот пакет драйверов, на самом деле это контроллер для жестких дисков. Если его не выбрать, то в большинстве случаев может возникнуть синий экран при установке системы, но до виртуалки ничего страшного. Можно было и не устанавливать, но тут ничего страшного нету. Та самая, видите, коробка с Windows, она реально очень красивая. Microsoft Windows XP 2008. Ну, естественно, тут надпись корпорации Microsoft «Все права защищены». Это, конечно же, факт. Ладно, мы с вами дождемся окончания установки системы. Если во время установки что-то будет интересно, я обязательно сразу же возобновлю запись. И, кстати, посмотрите на курсор. Курсор просто великолепный. Я такой курсор еще нигде пока не видел. Установка вот-вот подойдет к своему завершению. Ничего интересного, к сожалению, тут не было, поэтому я вам показываю только фактически 8 минут сохранения параметров в системе. Графический этап установки мы с вами успешно прошли. И идет у нас уже загрузка операционной системы. Поскольку это автоматическая установка, то о первоначальной настройке речь уже идти не может. И появляется, ребята, тот самый логотип Vista. Надпись, пожалуйста, подождите. Логотип компании Microsoft в то время он был таким. И, естественно, копирайт. Как и в оригинальной Windows XP. Только в оригинальной Windows XP был логотип соответствующий, другой, а не вистовский, естественно. Ну ладно, давайте подождем, пока система подготовится к настройке. Но уже ждать не надо, мы уже загружаемся в эту чудесную сборку. Классика из Windows Зверь. Эта мелодия как раз была в Звере. Классная мелодия.
Вот кто помнит сборки Windows XP Зверя, сразу вспомните эту мелодию. Экран приветствия очень красивый, изображение мне нравится. Ну, многим нравятся разные картинки, но эта картинка прикольная. Мне она нравится. Надпись «Добро пожаловать». Кстати, в чипе точно такой же был экран приветствия, только там была Аврора, но немножко другая. И тут у нас сразу же появляется VPI, Windows Post Install Wizard. Тут у нас много интересных программ. Давайте мы все что ли установим, давайте потыкаем все программы. Ну не потыкаем, а посмотрим старые версии популярных приложений. Тут очень много всего, можете почитать сейчас, ознакомиться с этим. Так, нужно, я случайно отметил. Нажимаем на кнопку «Начать установку» и идет у нас установка программного обеспечения. Она будет немного дольше, поэтому я целиком процесс показывать не буду. И возобновлю запись сразу после того, как я дополнительно после установки программ поставлю драйвера VMware Tools, так как они, естественно, здесь нужны. Ну тем более это уже традиция обзоров всех сборок. Установка программного обеспечения успешно была завершена. И за кадром я, конечно же, установил виртуальные драйвера VMware Tools. И перед нами красивый рабочий стол. Обоина мне почему-то напоминает то ли macOS 10.04 Leon или Leopard. Я точно не помню, как это называлась версия. Обоина просто красивая. Итак, посмотрим сначала свойства систем. Конечно же, главные пункты в контекстном меню моего компьютера. Редактор реестра, установка и удаление программ, диспетчер устройств. Ого, тут можно и иконки сохранить в реестр, и загрузить их из реестра. По себе. Какая-то программа, скорее всего, за это отвечает. В свойствах системы Microsoft Windows XP Professional, версия 2008, Service Pack 2. Так как это 2008 год, а Service Pack 3 вышел немного позднее. Тут у нас инопланетянин, можно так сказать. Так, пользователь тут Extreme, организация, естественно. Сами знаете какая, Microsoft. Так. Powered by Extreme Special Edition 3.8. Определился мой реальный процессор Celeron N4000. Выделил под виртуалку 512 мегабайт, так как до XP это в принципе вполне достаточно. Ну а теперь мы с вами перейдем к обзору программного обеспечения. Тут у нас сразу несколько браузеров. Maxton, Mozilla Firefox, Opera и, конечно же, Internet Explorer, или как его в шутку называют, Ишак. Вот так. Давайте мы начнем с Opera. Opera, судя по значку, какой-то, наверное, ого, какая старенькая Opera. Так, давайте примем сертификаты, тут уже сертификаты устаревшие. И он, видите, даже пытается открыть официальный сайт Opera, но, к сожалению, тут происходят косяки с его открытием. Версия браузера Opera 9.26. Она как раз вышла в те далекие времена. Какой здесь у нас год? 2008 год. Совершенно верно. Так. Тут мы, конечно, ничего тут такого не откроем из современного. Вы уже видели, что сайт Оперы плохо загрузился. Поэтому мы с вами долго здесь сидеть не будем и сразу покинем данный браузер и посмотрим далее Agnilis. Я, кстати, этим браузером раньше постоянно пользовался. Сейчас я использую браузер ButterFox. Это форк Mozilla Firefox. Так, ничего не импортируем в Mozilla Firefox. Давайте посмотрим, какая тут версия. Так, опять у нас тут с сертификатами, как обычно. Так, нет, не будем. Так, окей. Давайте по умолчанию пусть будет. Да что такое, а? Эти сертификаты мне не дают ничего делать. И смотрите, Agnilis даже практически загрузил свой официальный сайт. Неплохо, неплохо. Вот этот сайт он загрузить почему-то не может. Версия браузера Mozilla Firefox 2.0.012 2006 года выпуска. Это как раз та самая версия Firefox, которая, по-моему, запускается еще на Windows 9X. И все. Firefox 3 версии выше уже не запускается на операционных системах семейства Microsoft Windows 9X. По дополнениям ничего такого. Дополнение все по дефолту, как говорится. Чистый оригинальный браузер Firefox. Так, давайте мы посмотрим. Следующий браузер называется Maxton 2. Maxton. Очень похож сильно на Internet Explorer, как говорится. Точнее, он использует движок браузера Internet Explorer. Но ныне он сейчас уже перешел на движок от Chromium. Доступна новая версия. Нет, не будем скачивать, уже тут последнюю версию предлагаю. Давайте не будем. Тут какой-то доступ запрещен. Все стандартные закладки, кроме вот этой. torrents.ru.
Это один из самых легендарных сайтов. Ныне он называется сейчас по-другому. Реально, он ныне называется по-другому. И, к сожалению, открыть этот сайт он не может, так как браузер устаревший. Версия вышла в 2007 году, данная, как говорится, и браузер уже, к сожалению, устарел. Internet Explorer мы смотреть не будем, потому что он стандарт и там ничего такого нет. Итак, идем дальше. Uninstall Tool. Это замечательная программа, которая позволяет вам удалить ненужные программы компьютера. Я до сих пор пользуюсь этой программой. Она развивается и по сей день. Зарегистрированная, естественно, версия 2008 года, версия 2.3. Build 2314. Очень классная программа, я всем рекомендую ей пользоваться до удаления ненужного программного обеспечения с компьютера. Так, Uninstall 2008. Это то же самое практически, что и Uninstall Tool, но это немножко программа иначе. Сейчас она не обновляется, к сожалению. Последняя версия вышла в 2014 году, но больше программа не обновляется. А раньше была одна из популярных программ по удалению ненужного, как говорится, софта. Ultra ISO. Классика. Программа для работы с ISO образами. Версия 9. 9 версия 2008 года выпуска. Классика. Total Commander. Он и в Африке Total Commander. Работает даже, последняя версия даже работает под Windows 9X. А это у нас версия 7.02 2007 года выпуска. Зарегистрированная версия, естественно, от SoundCloud. Ну, я не знаю, зачем я это сказал, ну ладно. Pocket Reader. Это замечательное программное обеспечение, которое позволяет вам смотреть различные PDF-файлы. Версия 2.2, билд 21.29. Вышел в 2007 году данный билд. Это мы с вами закроем и выйдем из этой программы. AIMP. Классика. Которая живет и по сей день. AIMP замечательный и легендарный проигрыватель. Давайте подождем его загрузки. Вот он, ребята. Классика. AIMP 2. AIMP 2. Классика. Которая не уйдет из моды. Никогда. 2.10 2008 года выпуска. Старенькая версия, но на ней все еще, но она спокойно развивается и по сей день. Просто она меняется, там интерфейс меняется, функционал улучшается, а так AIMP как AIMP. Итак, давайте мы посмотрим дальше проигрыватель Winamp. Winamp это у нас классика жанра. Winamp еще один легендарный проигрыватель, который появился аж в 1990-х годах. Так, мы выберем вот такую вот классную старенькую обложку, нажимаем кнопку «Готово». Ждем, пока у нас Winamp настроится. Настраивается он быстро. Вот он. Тот самый проигрыватель. Вот он. У нас тут версия 5.5.2. Так, по-моему, вот здесь можно посмотреть о программе. И у нас версия здесь 2008 года 5.5.52. Точнее 5.52. Во, видите, бенчмарк от Winamp. Вон, бенчмарк от Winamp в подарок. Это такая пасхалка. Возможно, вы о ней знаете. Winamp, во, еще одна пасхалка, как говорится. Легендарный проигрыватель Winamp, куда же без него. О, сразу же он предлагает обновиться до версии 5.9. Она реально вышла, она вышла в декабре этого года. Нет, в декабре 2022 года. Winamp это у нас классика. Классика жанра. По-другому ты и не скажешь, как говорится. Winamp классика. Winamp всегда был, как говорится, классикой. ACQ. Знаете, что это за программа? Это QIP 2005. Легендарная программа, которая была актуальна именно в нулевые года. QIP 2005, Miranda, ACQ. Это все было актуально в то время. QIP 2005 и Miranda это альтернативы, которые позволяют подключаться к ACQ протоколу. Но сейчас ACQ до сих пор развивается, но только она уже не так, как была раньше. Тут можно сделать новую учетную запись. Через QIP 2005 мы не зайдем. Почему? Потому что разработчики все время меняли протокол. В том числе в 2018 году mail.ru меняли протокол. И в связи с этим мы не зайдем через QIP 2005. Это можно сделать только используя специальную инструкцию. Но это уже по вашему интересу. Paint.net. Программа, которая заменяет оригинальный Paint Windows и с более расширенным функционалом. Для тех, кто очень плохо владеет работой в фотошопе, вполне достойная замена. Можно также рисовать, можно тут написать что-нибудь. Давайте я напишу никнейм известного вам повара. Вот, надеюсь, вы поняли, про кого идет речь. Версия программы у нас 3.22 2008 года выпуска.
Замечательная программа. Я как-то ей сам пользовался. Программа замечательная. Позволяет работать практически как Photoshop. Можно так сказать. Бесплатный аналог Adobe Photoshop. Идем дальше. Demons 2 Lite. Замечательная программа. Это у нас эмулятор виртуальных приводов, который позволяет вам монтировать различные ISO-образы, образы с игровых дисков приставки PlayStation даже, и так далее, и тому подобное. А пока Demon Tools настраивает виртуальные приводы, мы посмотрим программу Everest. Everest — это приложение, которое позволяет посмотреть сведения о вашем компьютере. Эта программа ныне называется AIDA 64. Это та самая AIDA 64 и есть, просто она раньше по-другому называлась. Но мы не сможем в ней полазить, потому что, к сожалению, ключ устаревший, и мы не можем попользоваться данным софтом. Идем дальше. Fastone Imagic Vivid. Это программа, позволяющая вам просматривать картинки. Актуальная была программа в то время. Очень хороший просмотрщик фотографий. Я им пользовался на постоянной основе. Позвали версию здесь у нас 3.5 2007 года. Сейчас уже версия 9.6, 9.7, по-моему, у этой программы вышла. Программа все еще развивает. The Bat. The Bat классика. Это почтовый клиент. Им очень много кто пользовался в то время. Конечно, в то время еще был актуален как он там назывался? Outlook Express. Вот. Позволяет эта программа работать с почтой. То есть вы можете свою почту сюда добавить и, как говорится, так. Я хотел программу вам показать, а она тут начинает. Так, тут можно создать новый ящик и так далее и тому подобное. Устанавливается сейчас виртуальный драйвер, точнее драйвер виртуального привода, чтобы показать вам Demon Tools во всей красе. Мы потыкаем еще программу пока. uTorrent. Версия 1.7.7. Легендарная программа, которая позволяет вам скачивать торрент. Ого, смотрите, даже предлагают обновиться до версии 3.6.0. Но это не рекомендуется, потому что в версиях 3X, к сожалению, встроена в программу реклама. И тут предложение купить плюс, про и так далее и тому подобное. Так, uTorrent 2007 года, BitTorrent Inc. Производитель программного обеспечения uTorrent. Очень многие любили именно эту версию в то время. Еще многие сидели на версии 2.0.1 была такая версия. Ладно, давайте мы выйдем из Unit 102, из Unit 102 говорю, извиняюсь, uTorrent и перейдем к другой программе. Перейдем к самому Demon Tools. О, тут, кстати, он выглядел немножко иначе. Тут можно открыть, нажав на эту кнопку, вы можете найти образ диска и его спокойно сюда смонтировать. То есть такая функция есть, она встроена уже в Windows 8, 10 и 11. А вот в версиях Windows 7 и ниже нужно устанавливать программы по типу Demon Tools, чтобы вы могли монтировать ISO образы. Хотя и Ultra ISO тоже подходит. Так, я хотел посмотреть, какая тут версия стоит программа. 4.11 2000, ну тут год не написан. Это у нас нижняя панелька, это у нас программа, которая позволяет сразу смотреть, какая нагрузка на процессор сейчас, сколько оперативки кушает система, что там по сетевому подключению и так далее и тому подобное. Программа называется StatBar, версии 2.4.06 2003 года. Класс. Потому что в этот год я как раз и вышел, как говорится, на свет и радую вас новыми видосиками. Так, ладно, не будем отвлекаться от темы. Downloadmaster. Downloadmaster — это замечательная программа, которая позволяет вам скачивать файлы с интернета. Версия 5.3.11.31, вышедшая в 2008 году. В самой программе, правда, иногда во время скачивания файла может присутствовать реклама. Отвлекся немного, бывает такое. Cashman XP, я не знаю, что это за программа. А вот Aostic Disk Defender, Defrag, точнее, прошу прощения, это программа по дефрагментации диска. Так, Recuva. Recuva — это программа по восстановлению удаленных файлов. Версия 1.11.257. Год у нас какой? Нет, год тоже, к сожалению, не написан. Скорее всего, 2000, наверное, как раз либо 8, либо чуть-чуть пораньше вышло. CCleaner. CCleaner версии 2.05.555. Программа все еще до сих пор развивается. Классная программа, позволяет вам очистить систему от временных файлов. Хорошая программа, ее очень много людей используют. И, как говорится, очистить систему можно с помощью этой программы. Главное просто не делать через нее чистку
Реестра, это многие не рекомендуют, а вот с очисткой системных файлов, ой, не системных, а временных файлов, она справляется на Easy. Версия вышла в 2008 году. Так, тут, конечно, очень много интересных еще программ установлено. Во-первых, тут присутствует та самая боковая панель Windows, которая ныне появилась в Windows Vista. Я не знаю, она работает или нет. Нет, слушайте, работает. Я, конечно, не знаю, кто будет в Windows XP использовать вот эти гаджеты. Гаджеты в последний раз были только в семерке, но начиная с Windows 8 Microsoft отказалась от системы этих гаджетов, потому что они содержат много дыр. У них даже на сайте есть статья насчет этого, обязательно посмотрите. Это никакая не ложь, это все правда. Часы можно, календарь добавить, включалку можно добавить, то есть как Vista и 7, как говорится. То есть стандартная боковая панель Windows. Так, Everest мы с вами смотрели, Asset Note 32 антивирус. Тут видите, даже антивирус установлен с коробки. Версия тут реально старенькая. 3.0621.0 2007 года выпуска, как говорится. Старенькая версия данного антивируса. Возможно, многие пользовались сетом третьим, а может кто-то антивирусы не использовал, даже в те времена, как говорится. Так, по Reddit я вам показывал, это кодек пак, это классика, MediaPack Classic, классический популярный плеер, которым я пользуюсь до сих пор. Версия у него тут 6.491 2007 года. Эта версия, кстати, очень сильно напоминает Windows Media Player 6.4, который был Windows 98. Нет, не ошибаюсь, Windows 98 был Windows Media Player 6.4. Программа по записи дисков Nero, Brundy Chrome и Nero Express. Это приложение позволяет вам записывать диски. CD, DVD, CD Extra и так далее. И даже позволяет создавать загрузочные диски. Так, ну-ка посмотрим, какая у нас версия. Версия 8. 8114 2007 года выпуска. Так, Punto Switcher. Он и в Африке Punto Switcher. Это приложение, позволяющее автоматически переключать раскладку клавиатуры. Версия данной программы вышла в 2007 году 2.9.5.0. Программа изначально принадлежала Punto.ru, но это приложение ныне себе выкупила компания Яндекс. Gameplay. Gameplay это еще один популярный проигрыватель в те времена, как говорится. Даже один из авторов этого плеера создал похожий плеер под названием Podplay. Но его здесь нету, потому что он появился чуть-чуть позже. Какого тут года версия про этой программы? Ну, наверное, вряд ли будет написано. Ого, как интересно. Посмотрите, какую пасхалку я нашел, видите? То есть титры в Gameplay раньше были такие. Вот, в том числе и информация об лицензии. Тут смотрите, какая красота была в то время в программе Gameplay. В Winamp, кстати, смотрите, когда ты мышкой крутишь, ты можешь вот так волну рисовать. Видите, Paint, современный Paint 2000-х годов. Пользуйтесь. Прикольно. При этом тут цвета автоматически меняются. Вот на это можно бесконечно залипать. Вот так. Ладно, не буду отвлекаться. И сразу же пойдем дальше. Смотрим, что у нас еще в системе установлено. Unlocker — это программа по разблокировке различных заблокированных файлов, чтобы можно было их потом удалить, как говорится. WinRAR. Он и в Африке WinRAR. Версия 3.7.1 2007 года. Вот, со стандартной темой оформления. Хотя во многих сборках с WinRAR автоматически устанавливаются другие темы. В интернете их полно можно найти. 7-Zip, как говорится, он и в Африке 7-Zip. Его версия, сейчас вам скажу, 4.57 вышел тоже в 2007 году. Классика. 7-Zip до сих пор развивается. И WinRAR, кстати, тоже, естественно, до сих пор развивается. Игры показывать я вам не буду. Почему? Потому что это стандартные игры Windows, тут ничего интересного. CPU-Z. CPU-Z это программа, позволяющая посмотреть, какой у вас установлен процессор, сколько ядер здесь, какая частота у него и так далее. Вот определился мой реальный процессор. Intel Celeron N4000 с частотой 1,10 ГГц. Надеюсь, правильно прочитал. Версия этой программы вышла в 2008 году. И смотрим еще что-нибудь поинтереснее, как говорится. ProVC Manager это альтернатива диспетчеру заданий. Loader It это альтернатива значку громкости стандарт. Pro Menu Tools это редактор контекстного меню файлов. XP Tweaker это у нас программа по настройкам операционной системы Windows XP. Kill.ru это альтернатива
стандартному копированию файлов Windows. Вроде я вам показал все. В это вапус, я не знаю, что это, наверное, автозамена, как говорится, обои. Такс. По программам мы полностью прошлись, теперь мы с вами посмотрим на различные темы. Кстати, чтобы они сильно не глючили, я закрою боковую панель, она нам точно не понадобится. Так, поехали, смотрим темы. Aero Vista CG, вот. Вот это уже попытка пародировать Висту, хотя на Висту это, если честно, не очень-то и похоже. Обоина, кстати, похожа на Аврору. Windows XP. Ну это классика. Вы все знаете тему Луна. Только здесь обоина безмятежность не оригинальная, к сожалению, но тема оригинальная, и на том спасибо. Вот практически перед вами оригинальная Windows XP. Луна Эмилиан. Луна Эмилиан это тема, это похожесть на тему Луна, только с какими-то эмилентами. Ну, на оригинальную Луну это, конечно, никоим образом не похоже, поэтому смотрим следующую тему. Opus OS. Это одна из моих любимых тем Windows XP, если в расчет брать сторонние темы. Внешний вид этой темы очень сильно напоминает Гном 2 или вторые кеды в Linux. Я точно не помню, где такой дизайн окон был. То ли во втором гноме, то ли в кедах вторых. Точно я, к сожалению, увы, не вспомню. Но тема, смотрите, какая классная. Когда я пользовался сборкой Windows XP Зверь, я очень любил эту тему установки. Рояль Импорт. Ну, это уже какая-то попытка сделать тему XP похожую на Vista. Рояль. А вот это самая оригинальная тема Рояль из Windows XP Media Center Edition. Та самая легендарная тема, которую можно установить и в обычную Windows XP без каких-либо проблем. Рояль Vista. Та самая тема, которая уже стояла после установки этой сборки. Ну и Vista XP. Ух ты, какой курсор большой. Кстати, внешний вид этой темы очень сильно напоминает Langhorne сборок 5000. То есть в Langhorne была вот такая вот тема. То ли в сборке 5048 впервые такая тема появилась. Реально на Langhorne очень похоже. Классическая классика, которая нас сильно отсылает к Windows 95, 98, ME и 2000. Классика жанра. Давайте мы оставим, наверное, тему Рояль, потому что она классная, она мне нравится. Так, обои смотреть, наверное, не будем, потому что... Нет, посмотрим несколько обоев. Мы с вами уже видели безмятежность, в звездных пучинах. Кстати, обоина очень красивая. В некоторых сборках обои просто классные. Они мне прям нравятся. Надеюсь, вам они тоже нравятся. Ветер, восхождение, дома, красная пустыня. Вот надо же показывать, а я что-то на работе что нет. О, красная пустыня, вон какая красота. Кристалл. Так, что у нас тут? Мир тут у нас есть, поинтереснее. Осень тут у нас есть. Видите, вот какой красивый листок. Преданность. Вон какая милая собачка. Очень милая обоина. Она мне всегда нравится. Рябь, сила тут. О, смотрите. О, смотрите, какая обоина классная. Посмотрите. О, смотрите, какая красота. Красота. Эту обоину знают очень многие. Вот кто знает, кто видел стримы по Half-Life 2, вы стопудово знаете, кто это. Посмотрите. Посмотрите, какая красота. Но посмотрите, какая обоина красивая. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю классика тех времен. Ну, и не только по этой, конечно, причине. Да, тут реально очень много обоев. Вот, кстати, вот это обоина черепахи. Кстати, я оставлю вот эту обоину из Half-Life 2. Ну, посмотрите. Тема Рояль. XP-шка. На фоне рабочего стола персонаж из игры Half-Life 2. Что еще, как говорится, нужно. Больше мне в этой сборке вам показать нечего. Что можно сказать в итоге про данную сборку? Очень она интересная. Она, конечно, в то время очень была похожа на сам Build 2008, на Зверь 2008. Чипа, кстати, еще не было. Чип только в 2009 году появится. Но, как говорится, на канале у меня есть обзоры на сборки сам Build, Зверь и Чип. Посмотрите обязательно, если вы, конечно, эти обзоры еще не видели. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на меня в других социальных сетях и поддержать меня копеечкой на Donation OLED. Все ссылочки будут в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, спасибо за внимание.